Подкормка лука считается обязательным мероприятием в процессе выращивания. В результате таких действий рост луковиц становится быстрее, их размеры значительно увеличиваются, а от этого урожайность будет значительно больше. Также подкормки влияют на полезные и вкусовые качества луковиц. Для поддержания роста садовых растений и овощных культур в начале лета требуется внесение калийных удобрений. Наиболее популярные препараты – калий-магнезия, сульфат калия, сернистый калий, калийная соль. С 15 июня нужно уже прекратить давать луку и чесноку различные навозные настои, вносить азот. Так как сейчас идет рост луковиц, то почва должна быть насыщена фосфором, серой и калием. Снабжение калием особенно важно для молодых, активно растущих растений. Сера участвует в синтезе белков и помогает перерабатывать нитратные формы азота. Если будет недостаток серы, то азот луком усваиваться не будет. Сейчас во многих регионах стоит жара, культурам от этого плохо. И тут как раз поможет сера. Она отлично помогает луку и чесноку адаптироваться к различным условиям. Также данный элемент снизит вероятность возникновения грибков. В общем, если вовремя внести такую подкормку, то количество и качество урожая можно улучшить. Для этого надо 1 столовую ложку сульфата калия развести в 10 литрах воды. Также еще такую подкормку можно улучшить, добавив 1 столовую ложку сульфата магния. И получается отличная подпитка для лука и чеснока, которая предотвратит пожелтение листвы. Если вы еще ничего сейчас не вносили, то я советую рассмотреть именно этот вариант. Получившимся раствором поливают грядки из расчета 10 литров на 1 квадратный метр. Последнюю калийную подкормку проводят за 2 недели до сбора урожая. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хороших урожаев.